Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о лучших, самых привлекательных, самых манящих летних парфюмерных новинках, которые всех сведут с ума. Если этим летом вам хочется чего-то новенького в парфюмерии, вам хочется приковывать к себе внимание, будоражить, привлекать, то моя подборка именно для вас. И начать этот выпуск я хочу с новинки от Kenzo Le Pur. Самим брендом этот аромат заявлен как вода, наполненная фруктами, цветами, свежестью и радостью. Это унисекс-аромат, он отлично подойдет тем, кто ищет летом сочетание свежего морского бриза, морских волн и лаванды. Для меня это основные ноты, которые я улавливаю в данном парфюме. Этот аромат о том, что свежий морской бриз врывается к вам в комнату, и он дарит вам прохладу, дарит вам радость, и он очень такой прекрасный, освежающий, легкий и манящий. Действительно очень приятный аромат, свежий, легкий, притягательный, дарящий отличное настроение. Цена здесь также вполне приятная, за 100 мл вы заплатите в районе 90 евро. В верхних нотах аромат стартует лимоном и мандарином. Средние же ноты это лаванда и молекула аквазон. И для меня это основные ноты, которые я слышу на протяжении звучания этого парфюма. В базе же мускус и сандал. Ну и если же вы фанат чего-то сладенького, вкусного, гурманского, и даже летом вы не хотите переходить на более легкие акватические ароматы, вам нравится все та же сладость, все та же гурманика, такой аромат также выпустила Латафа, это летняя новинка. Аромат Петра. В этом аромате, на мой вкус, очень красиво переплетается такая сладкая спелая слива с туберозой и ванилью. При этом аромат очень красиво, очень пьянящий, дурманище, стартует такими хмельными пьяными нотами рома. И вот это сочетание сливы и пьянящего рома мне особенно очень понравилось. Есть что-то в этом от Ангела Киллиановского и подобных ароматов. Оно очень притягательное и манящее. При этом здесь есть интересная нота кокоса, и она также очень удачно вплетается в ром. Аромат пьянящий, глубокий, насыщенный. И если этим летом вам хочется чего-то сладко-пьянящего, если погода позволяет, то это будет вполне отличный выбор, при этом достаточно бюджетный. В верхних его нотах ром и слива, средние ноты тубероза и кокос, в базе же ваниль, пролине и мускус. И нужно сказать, что Латафа, как мы все знаем, это арабская парфюмерия. И что мне особенно нравится у арабов, так это то, что даже в жару их сладкие гурманские ароматы порой раскрываются просто чудесно, маняще, пьяняще. Да, это сладко, но это как-то очень красиво раскрывается именно в жару. Также из новинок этого года для лета мое внимание привлек аромат Кюрки от Maison Francis Куркуджан. И нужно сказать, что когда я заказывала свой отливан, я видела только пирамиду, я ничего не знала об этом аромате, так как отзывов на него не было в то время. И просто мне было интересно попробовать, что же это. Но в своей голове, конечно же, я держала аромат Баккара Руж 540, и почему-то по аналогии я считала, что это должно быть что-то подобное. Хотя ноты здесь, конечно, не совпадают. Но каково же было мое удивление, когда, попробовав данный парфюм, я поняла, что это полностью полная противоположность Баккаре. Он такой очень тонкий, очень невесомый, он очень интимный. Здесь нет какого-то километрового шлейфа, нет какого-то такого очень громкого, насыщенного звучания, которое будут слышать все просто окружающие. Нет, он скорее очень спокойный, он чуть-чуть такой даже навевающий детские какие-то очень приятные ностальгические воспоминания с очень тонким нежным шлейфом, и сам аромат очень невесомый. Я считаю, что данный парфюм просто идеален на летнюю жару, так как он не задушит, он будет звучать тихо, нежно, деликатно, скорее даже не как парфюм, а как такая нежная вуаль от вашего тела, от вашей одежды. Мне в нем очень понравилась такая нежная, тихая, молочная кремовость в сочетании с таким жизнерадостным лимонадом. Действительно очень приятно звучит в летнее время года. И это тот самый случай, когда аромат, вот он кажется достаточно простым, незатейливым, но в то же время его хочется вдыхать снова и снова, и рука сама тянется к нему каждый день, его хочется использовать. В верхних нотах его малина и персик, в средних нотах желейные конфеты и фрукты,
В базе же ваниль и мускус. Летом я очень люблю ароматы с нотами маной, масла маной. И, возможно, именно поэтому мне так понравился аромат от Lancôme Юзенит. И для меня это буквально-таки синоним лета, такой же легкий, расслабленный, жизнерадостный. Это красивый, очень летний, прекрасный аромат. Он стартует фруктами, в средних нотах уже у нас появляются белые цветы и жасмин, и в базе масло маной. Кроме того, что аромат цветочный, он такой немного тропический и действительно летний. Очень комплементарный, он понравился многим, и в то же время он достаточно универсальный и понятный. Ну и, пожалуй, самым комплементарным этим летом для меня стал аромат Generation от Ex Nihilo. Действительно, каждый раз, когда я в нем, люди интересуются, что это. Он нравится практически всем, и не зря аромат действительно прекрасен. В последнее время мне очень нравится сочетание груши и инжира в парфюмерии, и здесь есть это сочетание, и оно просто божественно пленительное. Также, если вам нравится Blue Talisman, вам понравится, скорее всего, и данный парфюм. И вот это сочетание вкуснейшей груши и сочного инжира никого не оставит равнодушным. В верхних его нотах груша, красный перец и алибанум, в средних же нотах инжир, в базе сандал, бобы тонка и мускус. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю и очень вам благодарна. И кто еще не подписался, пожалуйста, подписываемся на мой канал. Также, если вы хотите поддержать меня, ссылочка будет в описании. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и чудесного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!